Дорогие друзья, очень много информации, которая на самом деле давно существует, давно раскрыта разными философами, разными людьми науки, педагогами, историками, писателями и прочее. Однако, поскольку мы последние годы мало читаем, для нас любая новинка считается великим делом и очень часто манипулирует сознанием людей, определенной личности, тем, что вам продают то, что уже давным-давно изучено, сказано, сотни лет назад написано, и продают вам сегодня как величайшие какие-то, как вам сказать, открытия, неизученные темы и прочее. На самом деле это изучено 100 раз. Но поскольку люди немножко невежественны стали, люди стали отходить от книг, люди перестали изучать, читать, развиваться как личности. Да? Поэтому любую тему, которая мало вам знакома, выдается за великую сенсацию и продается вам. А вы на самом деле могли это прочитать у многих деятелей науки, культуры, у многих людей, которые изучали эти темы давно. То есть ничего нового там нет, просто немножко прибавлено от себя, тут убавили, там прибавили. И вот тебе тема для продажи новых каких-то пустословов и дисков. Род. Что такое род? Верховное божество, начало-начал. Родитель всех богов, людей, всего живого, сущий. У каждого народа он по-своему называется. У индусов, например, Руджа. У народов Кавказа Тухм, Тохп, Тухум. У армян Цех. У различных народов он называется по-своему. И какую бы религию народы ни принимали, в любом случае род, родное, родственное, свое, это превыше. Согласитесь? Поскольку это наш архетип. То есть это то, что осталось у нас в голове. Это самые первые понятия человечества. Это самая колыбель человечества, начало-начал. И род – это то, что соединило народы, то, что создало страны, то, что создало нации. Именно поэтому слово «род» или слово «родное» звучит как свое, близкое, знакомое и как родное, собственно говоря. Итак, мы, историки, говорим так. Родоплеменные отношения или родственные народы или родственные этносы, которые соединились и создали нацию. Нация, очертив свои границы, создает страну, государство. Государство выбирает главу. Глава выбирает помощников. Глава назначает налоги, собираются налоги. Этими налогами кормят и вооружают армию. Армия защищает государство, которое создает родоплеменные отношения. Понимаете, то есть значение рода очень велико, не только в жизни человека, но вообще в жизни, в цивилизации, в жизни народов. То есть в истории, в этнологии, в географии, во всем важен род, родственные отношения. Итак, все время слышим про род. Это такая прям тема для, знаете, манипуляции и коммерции. Отсечь род, срастить новый род, очистить род и прочее. Давайте скажем так. Есть такая восточная поговорка: кровь не становится водой. То есть ты никогда не сможешь отсечь свой род, ты никогда не сможешь отойти от своего рода и создать свой, отдельный абсолютно от своего рода. Ты можешь обновить, ты можешь вымолить прощение у сил за преступление своего рода, расплатиться за это и, очистив род, продолжить его более в хорошем русле, то есть более здоровый род создать в дальнейшем. Но основа будет
Именно тот род, который существует. Дорогие друзья, даже дети, которых брали с детских домов, или дети, которые там были брошены родителями, как бы не знали о своем рождении, в любом случае их тянет в родной дом, в родное русло. Им всю жизнь хочется узнать, кто были родители, каких я кровей, откуда я, какие у меня были предки. Да? Почему у меня, например, такая черта характера? У моих ли были эти черта характера у родителей или у прадедов, или у кого? Каждый человек, который живет, он должен думать о том, что он не вправе пачкать имя своего рода. Вот мы говорим, да, перед каждым сражением или перед каждой войной, когда нужно оборонять и спасать свою страну и свой народ, говорят: во имя своих предков, во славу предков, ради своих детей. То есть мы говорим, мы должны жить во славу предков для того, чтобы они гордились нами, потому что они где-то есть. То есть в нашем подсознании говорится о том, что как же могут предки, которые не видят, не слышат, не понимают ничего, нами гордиться. Значит, человек, опять же, архетип. Мы в голове, в подсознании уверены, что нас видят предки, и они должны нами гордиться. Мы не должны их осрамить. И во имя детей, и это тоже род, продолжение нашего рода, только после нас, да, впереди нас, это дети. Дети, внуки, правнуки, и пошло-поехало. У нас уже может не быть, а наш род должен продолжиться. Поэтому человек, который живет, он должен думать о своем роде. За его спиной много тысяч миллионов душ предков. У наших родителей есть родители, у них были родители, у тех родителей были родители. И пошло-поехало до самого края, неизвестно докуда. Род имеет огромное значение, потому что особенность рода передается через генетику, через кровь, через ДНК. И многие из нас, покопавшись в роду, могут оказаться совсем не той национальности, кем являются, да, кем себя считают. То есть родоплеменные отношения, вот, например, у нас парфянский род. Мы изначально парфяне. Я уже говорила о том, что мои предки, придя в Армению, некоторое время царствовали. Это аршакиды. Потом от аршакидов происходит несколько княжеских родов. Камсараканы, Порошьяны, Пехлевиды. Это все от рода аршакидов идет. Но вы знаете, есть армянское выражение невысокий, как парфянин. То есть невысокого роста. И вот этот невысокий рост моего рода до сих пор присутствует, он есть. Вот эта парфянская невысокость, она присуща моему роду. Хотя мой сын высокий, вот он пошел в свой род, в род своего отца, в ту сторону, он унаследовал эту кровь, да. Но у меня та парфянская кровь, и у нас в роду невысокого роста люди. То есть не характерно, скажем так, для армян, потому что основное количество армян, они плечистые, высокие. У нас в роду маленького роста. Ну, это 1,70 м, самый большой, то есть самый высокий рост, да, 65 и прочее. Это было присуще парфянам. Вы знаете, вот уже прошло много тысяч лет, более 2000 лет, как этот род царствовал в Армении, потом разделился, потом уже потерял все свои владения, земли и прочее. Но родовая особенность парфян передалась, и до сих пор она у нас есть. И многое иное другое тоже, в том числе, которое я не буду перечислять, поскольку парфян уже как нация не существует, они слились с персианами, с медианами, потом остались на Востоке у разных народов, они слились, в общем, как нации их уже нет. Поэтому, естественно, эти особенности перечислять нет смысла, поскольку изучать негде и сравнивать негде. Так вот, далее. Когда женщина выходит замуж, она соединяется с этим новым родом, но она носитель генетики своего рода. В любом случае она принадлежит роду отца. Как бы она ни осталась в этой семье, она в этой семье отдает свой генетический материал для того, чтобы в этом роду рождались новые дети. Она приносит какую-то свою заслугу, лепту вносит в этот род, но она никогда не отсекается от своего рода, от рода своего отца. Она всегда остается чужой. Она всегда будет принадлежать роду своей семьи. И у народов этот архетип, вот это подсознательное деление наш, чужой, он настолько глубокий, что даже если человек, выходя замуж, остается в этой семье, в любом случае она чужая, она невестка. Вы знаете, есть у чеченцев такая поговорка: если беда придет в наш дом,
пускай сноха помирает. А если беда придет за нашим домом, то пусть зять помирает. То есть пусть помирает и уходит только чужой, не наш. Да. Это тоже определенный архетип. Своих беречь. Это сильное чувство рода, принадлежания, то есть определенному роду, она настолько сильна, что приводит иногда к абсурдным вещам. Мы говорим, что все нации одинаковые, мы всех ценим, уважаем и прочее. Но в любом случае внутри нас создается возмущение, когда наша родственница выходит за чужого замуж, правда? За другую нацию, за другой народ. Внутри нас, да, мы, как люди цивилизованные, как нормально, мы пытаемся это объяснить, это нормально, все хорошие люди, одинаковые и прочее. Но внутри нас есть некий протест, извиняюсь. Мы говорим, ну, чушь среди наших, что не нашла, чушь ты. То есть мы не хотим ее отпускать. Не потому, что мы фашисты такие, ненавидим другие народы. Нет, мы не хотим ее отпускать от себя. Мы желаем эгоистично, чтобы она осталась в нашем роду, чтобы она продолжила наш род. Тем более, если это человек красивый, умный, да, интересный. Мы хотим, чтобы она продолжила наш род. Когда род вырождается, вы видите это и по лицу, и по чертам лица, и по характеру, и по образу жизни людей. Вырождение рода – это вот первая примета, когда начинает спиваться мужчина, начинает рано умирать, начинается рождение больных детей, начинают умирать младенцы, то есть в возрасте вот только новорожденные и прочее. Это говорит о вырождении рода, либо о проклятии рода. Если человек убивал из другой семьи, скажем, мужчин, значит, в его роду мужчины будут болеть. Если человек стал причиной того, что в том роду женщина умерла или повесилась, покончила с собой, наложила на себя руки из-за него, из-за любви или что-то еще, то в роду этого мужчины женщины будут вот до того возраста, пока та женщина была жива, то есть когда она умерла, вот до того возраста жить будут нормально, а после будут болеть, после будут хилеть, помирать. Была такая очень интересная история графов Юсуповых, когда получив здесь как бы все права князей, исповедовали свою религию, однако во время Великого Поста один из представителей рода угостил патриарха, значит, мясом. Тот подумал, что это рыба, и съел гусь. После, когда он узнал об этом, разозлился, пожаловался царю. Алексей Михайлович приглашает главу рода к себе и приказывает либо принять христианство за короткое время, либо потерять все земли. Через некоторое время Юсуповы, посовещавшись, принимают христианство. И говорят, что старая там их женщина, которая хафиза вообще-то считается, да, читающая Коран, она их прокляла, что они во имя денег продали свою веру, и что мужчины определенного возраста будут умирать. И они долгое время, действительно, графы Юсуповы умирали. А сейчас, конечно, в этом возрасте они не умирают, но в этом возрасте начинают болеть. У них мужской род начал хереть, то есть мужской род начал сдавать, он начал страдать из-за поступок своих предков. И именно поэтому род и на то и имеет значение, что человек, совершая поступки, должен думать, что за его спиной его предки это видят и наблюдают. И нужно стараться свой род сделать сильнее, сильнее своими поступками, сильнее просвещением. Вы должны знать, что чем больше в роду просвещенных людей, образованных людей, людей, которые имеют определенные профессии, которые достигают больших высот в своей профессии, тем здоровее род. Никуда не деть таланты рода. Всегда гениальность, талант, он передается по наследству. Если не передастся детям, передастся внукам. Это никуда не девается. Черты, уж я молчу, черты это уже генетика, это уже физиология, да? Символ рода у древних славян был круг. Это говорит о том, что по кругу идет эта генетика, она никуда не девается. Кто-то из нас может родиться похожим на нашего прадеда, кто-то из нас может родиться похожим на нашего отца. То есть, кроме того, всегда нужно ориентироваться, что если родители человека, скажем, бросили, это не означает, что род этого человека нехороший или недостоин. До родителей были предки, которые были намного... То есть нужно делать акцент на более достойных в роду людей. Род отсекать невозможно, род можно очистить, род можно отмолить, можно раскаяться в содеянном. И очень многие, которые в 17-м году в подвалах ЧК мучили, издевались над людьми, наверняка они знали, что из-за своих поступков их дети и вообще их род и родословные
пострадает очень сильно. И точно так же, как они мучили, издевались над молодыми мужчинами, в их роду молодые мужчины до определенного возраста начнут спиваться и умирать, и уходить рано. То есть род будет вырождаться. И многие, вот истории многих прокуроров того времени, того же Юшинского, того же Ежова, который расстреливал, да, по их линии, если наблюдать, у детей не родились дети, не получилась судьба. То есть их род пострадал. Пострадал за то, что творили их отцы. Вот в чем значение того, что нужно беречь род, нужно внимательно относиться к роду, чтобы не осрамить предков, духов предков, и не осрамить будущее поколение, не сломать им будущее своими поступками неправильными. Кроме того, есть помощь рода, когда призывают силы рода. За нашей спиной стоят наши предки. Чем сильнее род, чем просвещение род, чем больше он сделал правильного, нужного в этом мире, тем этот род крепче, тем здоровее в моральном отношении люди в этом роду. И поэтому, когда ты обижаешь человека из достойного рода, учти, что за его спиной очень много тысяч людей, то есть духов, душ ушедших, которые за него заступятся. И поэтому, если человек не виноват перед тобой, и он из достойной семьи, опасайся его трогать, потому что эти силы рода тебе обязательно отомстят. Еще раз говорю, чем здоровее и сильнее род, тем больше перспектив для того, чтобы в дальнейшем поколении в этом роду были такие же сильные, волевые, умные люди, которые будут добиваться своего и успехов. Если ваш род не очень, и вам не нравится, как живет ваша семья, ваше окружение, ваша родня, вы должны отделить себя от них, вы должны создать свое продолжение, но на основе этого рода, потому что кровь никуда не денете, да? Вы должны акцентировать себя с теми людьми, которые были до ваших предков, отца, матери и так далее, более достойные предки, взять их в пример и вот как бы их линию продолжить. Итак, род – это начало начал. И невозможно убежать от реальности. Мы, родители, не выбираем, мы не выбираем род. Точно так же мы не можем отсечь свой род. Это невозможно, нереально, такого быть не может. Ни родственников, ни родных, ни родителей мы отсечь от себя не сможем. Мы можем только исправить их ошибки, жить по-другому, построить свою жизнь по-другому, чтобы после нас пошел здоровый род, если мы чувствуем, что тот род не очень. Ну уж я не говорю о колдовском роде, потому что колдовской род – это особая тема. И колдовской род, конечно, вообще трогать не стоит. Это хранители тайн, и они будут биться до последнего за ту, которая продолжительница силы, потому что через нее будут продолжать, и через нее будут передаваться и отдавать знания, которые дальше продолжатся. Да? Таких людей вообще трогать не стоит. Итак, дорогие друзья, все, что касаемо рода, все, что касаемо силы рода, очищения, отсечения и прочее, все, что я вам рассказала, это не новая информация, эта информация была изучена давным-давно, еще до нас. Просто не нужно верить всякой фигне, которая говорится про род, считая их величайшим открытием, потому что род настолько изучен, и столько всего сказано про род. Именно у славянских народов это самая такая, как бы священная самая тема, поэтому род как начало начал, как соединяющие народы, как соединяющие государства, как соединяющие то есть нацию и все ценности и наследие предков, это все есть род. Родословные, родоначальники, слышали, да? Родное, родственные, все в слове род. То есть изначальный Бог, самый первый, даже христианство это признавало, как бы оно там ни хотело не признавать языческие какие-то каноны, законы и наследия. Всем удачи!